Продолжаем нашу серию о наждаке. В прошлом видео мы разбирали тоже наждак, а в этом мы разберем именно вот подручник. Что это такое? Это специальный упор для работы на наждаке. И как же его устанавливать? Это наш рабочий камень, вот он подручник. То есть это вот сейчас он регулируется у меня в разных положениях. Вам тоже советуют такое делать. С торца, если чашка, на чашке работаете, можно повернуть вот этот подручник. То есть работать с торца, он поворачивается. Но дело не в том. Первым делом нужно что посмотреть? Чтобы станок был закреплен. И самое главное, чтобы подручник тоже был закреплен. Тут 4 вот закрепляющих болта. Самое главное, это расстояние от камня до подручника. А какое же тут расстояние должно быть? Ну, 2-3 миллиметра это максимум. Можно 1 миллиметр. Короче, 3 миллиметра это максимум. А как же вымерить эти 3 миллиметра? Ну, штангенциркулем тут мерить, ну, как-то... Да вот, можете взять что-нибудь. Ну, допустим, там, гвоздик какой-нибудь, там, спичку вот взять. Вот. Еще какой-нибудь, чтобы миллиметра 2 была, там, один какой-нибудь. Булавочку. Вот смотрим, сколько спичка. Ну вот, 2, чуть больше миллиметра. Ну, 2 возьмем ее за основу, тонкой спичкой. Смотрим, вот между подручником и камнем. Ставим ее. Она вот, видите, прижалась. Вот они наши. Вытаскиваем спичку. Я подручник специально не закрепил. Вытаскиваем спичку. Прокручиваем круг, видите, вот, все. Зазор поймали, можно работать. Во-вторых, площадка подручника должна быть, ну, естественно, там без всяких пор, всякой грязи, чтобы она была ровной, чтобы нормально работать, чтобы не мешала работать. Дальше. Подручник вообще желательно сделать, чтобы он не на одном положении был, а желательно, чтобы был регулируемый. А какая высота должна быть подручника? Меряют высоту вот таким образом. От оси. Середина, вот она. Я его специально опустил. От оси центра круга. Вот она ось. Где-то миллиметра 3 ниже может быть. Примерно. Там, наверное, от 1 до 3 миллиметров. Примерно так. Ну, может быть, можно чуть-чуть больше. Вот примерно от 1 до 3. Но никогда не выше. То есть вот здесь вот категорически нельзя. Потому что деталь может затянуть под камень при работе. Болты откручиваю. Думаю, сказать теоретически тоже как бы на практике лучше показать, и тогда все станет ясно. Открутили, смотрим. Штангенциркуль — это вот точный размер, вот по нему и надо смотреть. Не по какой-нибудь там железке, желательно. Это вот точный размер, стандарт. Вам вот рекомендую. И давайте его поднимать. Он у меня немножко заедает, будем молоточком выстукивать. Процедура может быть не очень приятная, но вот сюда вот сделаем и начинаем. Если капельку масла капнуть, он, конечно, пойдет. И вот, видите, как он у меня поднимается. Смотрим. Вот. Опустил. А вот он, родной. То есть вот так вот как-нибудь ни в коем случае затянет. Вот смотрим, для точной заточки, как я говорил уже, это ровень. И вот 1,3 миллиметра делаем ниже центра. Вот примерно так. Ну вот, пойдет. Затягиваем болтики. Немножко отвлекусь. Это вот у меня 3/4 труба, 20-я, а это полдюймовая. Дал токарю, он проточил, трубка в трубку вылазит. Это вот с площадкой обычная сварил. Это вот были 2 ножа от электрорубанка. Вот,
чтобы, может, себе такое захотите сделать. Два ножа от Электрорубанка, вот они. Сразу сварили их вместе полуавтоматом. Все, и вот что получилось. Все, выставили площадку. Вот зазор. Теперь закрепляем это все дело. Подручник обязательно должен быть закреплен. Закручиваем болты и гайки. Все плотно затягиваем. Я специально основание сделал железное. Тут железо и там железо. Это я уже можете посмотреть по ссылке в описании. А вот задевает немножко. Ну, перетянули. Вставляем, затягиваем. Процедура не быстрая, но зато эффективная. Все, на 4 болтах он прокручиваем, естественно, в холостую. И теперь немаловажный момент. Все, мы установили подручник. Еще раз, промер. Вот, чуть ниже центра, там миллиметра, наверное, на 2. Вот она, наш штангенциркуль. Чуть ниже. Прокрутили. Теперь нужно обязательно смотреть биение камня. Потому что мы выставили здесь вот миллиметра полтора. Ну, сейчас выставил 2 миллиметра вот по спичке, как я уже говорил. Еще раз повторюсь. Вот она. Видите? Стоит. Теперь нужно смотреть биение круга все равно. То есть посмотрим вот 8. Камень прокрутим. То есть оно все равно немножко будет. Точно. Но как можно меньше. То есть 8 вот так. И эллипсность. Тут вполне допустимо. Прокрутили, посмотрели. Естественно, защитный кожух. По технике безопасности он нужен. Посмотрели, чистое рабочее место. Тут все лишнее убрали. Все, в принципе, подручник готов к работе. И вот, когда мы точим какую-либо деталь, вот точим, да, бывает, работаешь, и забываем проверять вот этот вот зазор. Забыли, раз и деталь провалилась. Постоянно подводим подручник под камень. Смотрим камень. Не забывайте, вот это расстояние. А почему он зазор-то изменяется? Ну, камень же стачивается. Постоянно проверяйте зазор, не забывайте. Вот это самое главное правило. Это даже профессионалы забывают. Забывают, заработался человек, забыл, затянуло. Все. Производственно какая-нибудь травму можно получить спокойно. Вот. Это вот немаловажный фактор. Вот хочу вам показать подручник, как вот он у меня на станке себя ведет. Вот глядите, сейчас мы уберем вот этот камень. Специально не стал снимать, при вас хочу. И поставлю я. Это быстро, много времени не займу. Беру прокладки, шайбы, фланцы. Шайбы, да, разницы большой нет. Ставим чашку. Так. И вот так я могу закрепить свой подручник. Вот смотрите. То есть вот здесь вот болты, гайки, все. Я могу работать вплоть. Ну, на вторую сторону не буду выходить. Вот, то есть середина, вот, пожалуйста, работай. Ниже центра и выше. Вот. То есть выше и ниже центра. Очень удобно. Так, для торцевого круга, для наждачного и для чашки вот так. Вот он сам. Вот они, 2 ножа для Электрорубанка, как я сказал, сварили полуавтоматом. Трубка 3/4, 20, а внутри нее полдюймовая. Полдюймовая, это, по-моему, 15 считается.
трехчетвертная 20, полдюймовая 15 диаметр. И немножко вот он 15-ю токарь мне сточил, чтобы она залазила в трехчетвертную. И вот получился у меня такой подручник. Тут еще сверху у меня подручника еще одевается площадка большая. Тут специально я вот отверстие насверлил. Сюда в отверстие вставляем. Заподлицо все, чтобы не мешалось. Вот они наши болтики. Камень одеваем. Тут видите, не доходит. Это я для большого камня делал. Вот, то есть вот такой вот сейчас уже берем. Этот камень нам не нужен. Вот, видите? Практически он еще шире был у меня камень. И вот такая площадка, вот работаю. То есть это вот пока камень большой. Ну вот мне надо было такое приспособление. Вот тоже как бы. А там в зависимости, допустим, от заточки инструмента уже можно там угол менять. Ну это уже специальные там всякие струбцинки, приспособления, уголки. То есть менять это я уже покажу в дальнейшем видео. В следующем видео мы это все разберем. А так вот. И для чашки, опять же. Когда ставим чашку, то есть чашка, смотрите, видите, вот она залезает. Но опять же надо быть внимательным, чтобы вот этот вот зазорчик маленький какой-нибудь, там сверлышко или что туда не затянуло. И вот можно работать. То есть вот вводишь. Вот такая вот большая площадка. Делал специально для себя вот под всевозможные вот задачи. В общем, рекомендую вам. Удобная штука. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.